Это Илья. Хотел бы поговорить в этом видео про чувство вины. И в частности, как от его избавиться. Я посмотрел несколько видео по этой теме на ютубе. И в них говорилось именно о том, как избавиться от чувства вины. Но почему-то там не говорилось о том, что послужило причиной чувства вины и что вообще такое вина. Я хочу сосредоточить ваше внимание не на том, как избавиться от чувства вины, а на том, что такое вина. Я буду говорить именно об иррациональном чувстве вины, то есть не связанном с вашими поступками как таковыми. Дело в том, что человека так или иначе создает среда людей, с которыми он живет. Когда, допустим, родители упрекают своего ребенка в том, что он сделал что-либо не так, сравнивая его поведение с поведением других детей, в него закладывается программа его собственной неполноценности. То есть он начинает сравнивать свои действия с действиями других детей. Но для чего родители упрекают своих детей? Они упрекают их для того, чтобы ими можно было легче манипулировать. Несмотря на то, что такое манипулирование может сказаться на всей их жизни. Собственно, коварство чувства вины заключается в том, что оно влияет на то, что человек не может полноценно удовлетворять свои потребности, потому как он начинает их удовлетворять опосредованно сквозь призму отношения к нему со стороны других людей. Он всегда всем уступает, как будто бы его самого и его собственных потребностей не существует. Иррациональное чувство вины – это и есть отсутствие возможности удовлетворять полноценно свои потребности. Вернее, это ограничение, которое включается тогда, когда человеку хочется чувствовать себя естественно, но ему становится стыдно, потому как чувство вины, в свою очередь, породило чувство стыда. Он нигде не чувствует себя в своей тарелке. Как освободиться от чувства стыда? Первое, что нужно сделать, освободиться от чувства стыда, потому как именно стыд вызывает ступор при удовлетворении потребностей. Наглядный пример чувства вины. Когда вы видите попрошайку где-нибудь в переходе между станциями метро, что вы испытываете? Вам может показаться, что вы испытываете чувство жалости к этой попрошайке. И если вы не дадите ей денег, то о вас плохо подумают. И я угадал то, что вы ощущаете. Когда я жил в Петербурге, я ездил иногда на метро. И сидя в вагоне, когда изображающие инвалидов проходили по нему, чтобы собрать дань, а иначе я не могу это никак назвать. Некоторые люди как по команде доставали свои кошельки, как будто бы если они не дадут им денег, то их застрелят. Тогда что же с вами можно сделать, если вы просто берете и отдаете свои деньги незнакомому человеку, которого вы видите в первый раз в жизни? И когда вы спускались в метро, у вас не было цели что-либо кому-либо давать. То есть вы идете на поводу у любого проходимца. А почему вы так делаете? Потому что в вас действует чувство стыда. На примере с проявлением чувства вины и стыда при контакте с попрошайкой вы на самом деле лишаете себя потребности просто ехать с комфортом в метро. Появление проходимца, играющего роль несчастного в метро, запускает в вас механизм стыда. То есть вам стыдно удовлетворить свою потребность в виде спокойной и комфортной поездки, в данном случае в метро. То есть механизм стыда полностью перечеркивает в вас собственную волю. Вас, грубо говоря, нагибает проходимец, играющий роль несчастного. Можно, конечно же, поговорить о том, что этот несчастный, в кавычках, просто копит себе на новенькую Бентли, вклад в покупку, который вы делаете своей скромной
по его меркам суммой. Представьте глупость ситуации. Вы едете в метро с целью переместиться из точки А в точку Б. В итоге вы действуете так, как нужно попрошайке, но не вам самим. Давая деньги попрошайке, вы как бы рефлекторно выполняете ритуал бессознательного избавления от чувства вины. Вы как хозяин паразита, поселившегося в вашем организме, повинуетесь воле паразита, но не своей воле. Но ваш паразит – это стыд, который вселил в вас ваши родители и в целом родственная среда людей. Вы, давая деньги попрошайке, как бы бессознательно извиняетесь перед миром, потому как чувствуете себя ущербным по причине чувства вины, сформированного в вас. То есть чувство вины и чувство стыда – это и есть основной мотив такого поведения, как когда вы даете деньги абсолютно чужим, абсолютно незнакомым людям. Избавление от чувства вины и стыда. Нужно осознать, что вы сможете жить нормально, только проявляя себя естественно, когда ваше поведение вызвано непосредственным удовлетворением своих собственных потребностей, а не потребностей попрошаек, как в случае с пребыванием в метро. Способность к непосредственному удовлетворению своих потребностей является первоочередным мерилом качества вашей жизни. Когда я видел, как люди отдают деньги попрошайкам, мне больше всего было жаль именно людей, которые отдают свои деньги, а не попрошаек, потому как подающие не принадлежат самим себе, а выполняют волю проходимцев.